Земля хранит не только золото. Иногда она хранит клинок и вместе с ним чью-то последнюю секунду перед боем. Металл ржавеет, дерево гниет, кости рассыпаются в пыль. Но иногда, редко, почти невероятно редко, оружие выходит из-под земли таким, будто его положили туда вчера. Острым, целым, готовым говорить. 15 историй. Разные континенты, разные тысячелетия. Один и тот же вопрос в конце каждой. Кто держал это в руках и что случилось потом? Провинция Хубэй, Китай, 1965 год. Перед строительством гидросооружений здесь начинают копать. Рутинные раскопки, каких сотни. 50 захоронений царства Чу, почти 2000 предметов. Один из скелетов лежит рядом с деревянным футляром. Плотным, герметичным, будто его закрывали вчера. Внутри – меч. Бронзовый, прямой, покрытый узором из черных ромбов. Ученый вынимает его из ножен и режет палец. Просто коснулся лезвия и порезался. Через 2500 лет. На бронзе ни следа ржавчины. Ни единого. Хотя гробницу заливало водой, хотя рядом с этим же мечом истлели ткань и дерево. 8 иероглифов на клинке расшифровали не все, но главное понятно. Правитель царства Юэ сделал этот меч для своего пользования. Дальше сопоставление с летописями, и вот результат. Меч принадлежал Гоудзяню, правившему Юэ в VI-V веке до нашей эры. Позже разберутся и с секретом сохранности, состав бронзы, особая обработка поверхности. Но в момент находки об этом еще никто не знает. Знают одно – меч пролежал под землей дольше, чем существует большинство современных государств, и остался острым, как в день, когда его выковали. Сейчас он в музее провинции Хубэй, национальное достояние Китая. Трогать запрещено, палец у того ученого, говорят, до сих пор помнит. Лес под Гданьском, Польша. Марцин Вишневский ищет здесь не в первый раз. Легально, с разрешением, с металлоискателем в свободное время. Прибор подает сигнал. Он аккуратно снимает слой земли и видит острие. Металлическое. Направленное вверх. Не лежащая плашмя, как почти всегда находят клинки. Стоящая. Воткнутая в грунт вертикально. Вишневский не трогает находку сам. Обкладывает место ветками, вызывает специалистов. Приезжают эксперты Государственного археологического музея Варшавы. Датировка – поздний бронзовый век, около 700-900 лет до нашей эры. Рукоять не сохранилась. Органика, дерево, кость, рог почти никогда не переживает 3000 лет в земле. А вот вопрос, почему воткнут стоя, так и остается без ответа. Просто потеряли? Не бывает, слишком точное положение. Спрятали, чтобы вернуться, и не вернулись? Возможно. Есть версия – ритуальное подношение, дар земле или духом, оставленный намеренно в таком виде. Каждый решает сам, что тут вернее. Есть и деталь, которая добавляет мурашек. В этих же лесах еще в 1920 году нашли 2 похожих меча. 3 меча, 1 лес, 1000 лет разницы в датах обнаружения. Место явно что-то значило, просто теперь уже никто не скажет, что именно. Чехия, 2023. Кладоискатель с металлоискателем поднимает на поверхность целую россыпь металла. Наконечник копья, серп, иглу, обломки меди. Похоже на ритуальный клад. Специально закопанный набор, а не случайную потерю. Экспонаты уходят в городской музей Брно на изучение. Один обломок, просто мятый лист бронзы, 2 года стоит в фондах без особого внимания. Потом за него берутся всерьез. Трехмерное сканирование, цифровое разворачивание смятого металла обратно в исходную форму. И тут выясняется, это не обломок. Это фрагмент нагрудной пластины доспеха. Возраст около 1200 года до нашей эры. Той самой эпохи, к которой относят Троянскую войну. Это только второй известный фрагмент бронзового доспеха, найденный на территории Чехии за всю историю раскопок. Археолог музея прямо говорит, узнать в мятой пластине защитное снаряжение помог именно орнамент, различимый только под микроскопом. Носил его не обязательно участник осады Трои, но точно современник той войны, воин того же оружейного мира. Кладоискатель, который поднял этот кусок металла лопатой, 2 года не подозревал, что держал в руках броню человека, ходившего в бой 3 с лишним тысячи лет назад.
Тыва, Россия. Курган Тун-Нук – один из так называемых царских курганов Скифской степи и большая редкость среди них. Центральное погребение не разграблено. За тысячи лет до него так и не добрались ни грабители древности, ни случайные копатели. Внутри деревянный сруб, а в нем захоронение рядом с центральной камерой. Золотые украшения, бронзовое зеркало, нож. И акинак – короткий скифский меч с навершием, выполненным в зверином стиле. Сохранились даже заплетенные волосы, судя по всему, погребение подростка. Для контекста, не единственный такой курган в Туве. Раньше, в начале 2000-х, здесь же раскопали Аржан-2. Почти 9 тысяч предметов, из них больше 5500 золотых. Позолоченное оружие, шедевры звериного стиля, и все это без единого следа других культур, чисто местная тувинская работа скифской эпохи. Акинак не просто клинок. Это оружие всадника-лучника, компактное, удобное в ближнем бою, когда лук уже бесполезен. Позже похожий тип меча переймут персы, и он станет известен как акинака, хотя корни у него степные, скифские. Курганы этой земли еще не раскопаны до конца. Специалисты прямо говорят, копают сезон за сезоном и каждый раз что-то находят. Хайфа, Израиль, 2007 год. Обычные дноуглубительные работы в заливе. Экскаватор поднимает ил, камни, мусор. И вместе с этим бронзовый шлем, покрытый позолотой, украшенный змеями, львами и павлиньим хвостом. Возраст около 2600 лет. Такая роскошная отделка означает одно – владелец был не рядовым бойцом. Специалисты предполагают, греческий наемник, воевавший на стороне египетского фараона Неха II, в тех самых войнах, что упоминаются даже в библейских текстах. А вот как шлем оказался на дне залива, загадка так и осталась без единого ответа. Самая простая версия – просто уронили при погрузке на корабль, заходивший в гавань. Версия интереснее. Где-то здесь, на дне, до сих пор лежит неисследованное кораблекрушение, и шлем – лишь то немногое, что успели поднять. Дайверы залива Хайфа с тех пор искали и другие следы, но само судно, если оно есть, еще ждет своего часа. Восточная Анатолия, Турция. Курганный холм Арслан-Тепе на берегу Ефрата, рядом с современной Малатией. Объект ЮНЕСКО и место одной из самых громких находок в истории оружия вообще. Здесь нашли самые старые мечи в Нире, возраст больше 5000 лет. Раскопки вела команда под руководством Марчелло Франджипани еще несколько десятилетий назад, но значение находки продолжают переосмыслять до сих пор. Мечи сделаны из мышьяковистой бронзы, сплава, который использовали до того, как научились добавлять олово. Само их существование меняет представление о раннем бронзовом веке. Получается, специализированное оружие для боя, а не просто заточенное орудие труда, появилось на 1000 лет раньше, чем считалось. И это ставит вопрос уже не про металл, а про общество. Если 5000 лет назад кто-то заказывал себе персональное боевое оружие, значит, уже тогда существовала иерархия, власть, статус, который нужно было защищать силой. Меч в этом смысле старше письменности, старше городов в привычном понимании. Он ровесник самой идеи о том, что власть можно взять и удержать оружием. Оксфордшир, Англия, ноябрь 2023. Тревор Пенни занимается магнитной рыбалкой. Хобби простое. Мощный магнит на веревке, река Червелл и что вытащит течение. До этого обломки строительных лесов, старый хлам. Ничего особенного. В этот раз магнит цепляет что-то другое. Пенни зовет друга с другого берега моста. «Смотри, что это?» Друг подбегает и кричит в ответ: «Похоже на меч». Похоже, и оказывается им. Пенни фотографирует находку и просто вбивает снимок в поисковик. С любого ракурса выпадает одно и то же. Меч викингов. Дальше он обращается к местному специалисту по учету находок. Экспертиза подтверждает: подлинный меч, датировка от 850 до 975 года. Один из примерно 70 подобных находок за всю историю Британии. А дальше начинается неожиданная часть истории. Магнитная рыбалка на этом участке реки запрещена, и землевладелец вместе с речным трестом угрожают Пенни судебным разбирательством. Спор разрешается юридическим документом. Претензий не будет, если меч передадут в музей.
Пенни соглашается без раздумий. Находка уходит в Оксфордские музейные службы. Британский музей после этого случая прямо предупреждает всех остальных. Магнитная рыбалка вне закона в большинстве мест, и находка ценного артефакта не отменяет ответственности за само хобби. А в реке Червал, говорят, местные с тех пор ищут уже не хлам, специально надеются на второй такой же меч. Китай. Гробница первого императора Цинь-Шихуанди. 8 тысяч терракотовых воинов и вместе с ними больше 40 тысяч бронзовых предметов оружия. Копья, алебарды, крючки, десятки тысяч наконечников стрел и 25 мечей, узких, длинных, формы ивовый лист, от 80 до 95 сантиметров. Пролежав в земле свыше 2000 лет, часть этих мечей до сих пор блестит. Не тускло, не покрыта патиной, блестит, как будто выкована недавно и остается острой. Десятилетиями это объясняли одним: якобы мастера Цинь владели технологией антикоррозийного хромового покрытия, то есть технологией, которую в современном мире запатентовали только в 20 веке в Германии и США. Звучит как сенсация. Древние китайцы опередили промышленную химию на 2000 лет. Но в 2019 году исследование в научном журнале ставит эту версию под сомнение. Дело оказалось не в хроме на поверхности бронзы, а в химическом составе окружающей почвы, которая случайно создала защитную среду. Открытие не менее впечатляющее, просто другое. Не техническое чудо мастеров, а редкое стечение геологических обстоятельств. При этом сама металлургия мечей действительно продвинутая, сердцевина клинка из более мягкой гибкой бронзы, а режущая кромка из более твердой и острой. Составной сплав, придуманный не ради красоты, а ради того, чтобы меч не ломался в бою и держал заточку. Фаюм, Египет, 2006 год. Итальянская экспедиция ведет раскопки на территории храма в Сакнапаю-Несосе, древнем городе, посвященном богу-крокодилу Сабеку. В границах храмового участка находят меч. Железный, длинный, хорошо сохранившийся. И вот в чем странность. В Египте почти никогда не находят железное оружие в таком состоянии. Климат и почва здесь особенно агрессивны к железу. Металл обычно рассыпается в труху за несколько столетий, не то что за тысячи лет. Датировка спорная, поздний Птолемеевский период, возможно, уже римское влияние. Форма клинка неоднозначно египетская и неоднозначно римская. Специалисты видят в нем смешение стилей, что-то среднее между эллинистическим восточным оружием и римским военным снаряжением. Так и осталось неясным, принадлежал меч охране самого храма или это было подношение божеству, оставленное намеренно. Точный археологический контекст находки по документам самих раскопщиков оказался нарушен. Значит, окончательного ответа, скорее всего, уже не будет никогда. Нёрдлинген, Бавария, июнь 2023. Археологи готовят участок под промышленную застройку, рутинная предварительная разведка перед стройкой. И натыкаются на захоронение бронзового века. Мужчина, женщина, подросток. Все трое погребены почти одновременно, с богатым набором даров. Среди даров – меч. Бронзовый, с 8-гранной рукоятью, отлитый прямо поверх клинка. Технология, которой владели далеко не все мастера того времени. Возраст примерно 14 век до нашей эры. Специалисты Баварского управления по охране памятников прямо говорят: сохранность почти как новый. Бронза чуть позеленела от времени, есть мелкие сколы на лезвии и все. Ни единого следа боевого использования. При этом меч не был чисто декоративным. Центр тяжести смещен к передней части клинка. Это значит, оружие сбалансировано именно под рубящий удар, реальный, боевой. Просто, судя по всему, применить его так и не успели. Слишком быстро он ушел под землю вместе с владельцем. Похожие 8-гранные мечи находят всего в 2 регионах – на юге Германии и на границе с Данией. Значит, либо мастерская была одна на оба региона, либо технология каким-то путем распространилась между ними, а как именно, до сих пор предмет спора историков. Мальорка, Испания. Среди каменных руин мегалитического святилища Талайот-дель-Сираль-де-Сес-Абельес археологи находят бронзовый меч, сломанный, с украшенной рукоятью, уже одним этим не похожий на рабочее оружие простого воина. Возраст – бронзовый век, 1000 лет. Расположение находки говорит само за себя. Не потерян случайно в бою, не спрятан в торопях.
а положен среди камней культового сооружения явно намеренно. Специалисты сходятся, скорее символическое использование, чем боевое. Меч как приношение, как жест власти или веры, а не как инструмент убийства. Есть в этой находке что-то узнаваемое даже без всякой мистики. Меч, лежащий среди камней древнего святилища, невольно напоминает легенду про меч в камне. Разница в том, что здесь легенду можно потрогать. Она пролежала под открытым небом Мальорки не одно тысячелетие. Эгадские острова у берегов Сицилии. Здесь в 241 году до нашей эры произошла морская битва, поставившая точку в Первой Пунической войне. Рим против Карфагена. Здесь же, спустя больше 2 тысячелетий, водолазы Общества документирования подводных памятников поднимают со дна шлем. Тип Монте-Фортино, почти целый, с сохранившимися нащечниками, что случается крайне редко. Обычно эти детали теряются или разрушаются первыми. Региональный советник по культурному наследию Сицилии называет его одним из красивейших и самых полных из когда-либо найденных. Шлем этого типа пришел в римскую армию от кельтов и этрусков еще в IV веке до нашей эры и надолго стал стандартным вооружением легионера. Рядом с ним со дна подняли бронзовую ручку неясного назначения, а также мечи, копья и дротики. То есть не единичная находка, а фрагменты целого подводного поля боя. Эгадское дно вообще считается одним из важнейших подводных археологических участков Средиземноморья. Каждый сезон здесь поднимают что-то новое, и до сих пор непонятно, сколько еще лежит там, куда пока не дотянулись водолазы. Лестершир, Англия, 2000 год. Группа местных любителей-археологов из Халатона ищет монеты металлоискателем и находит их. Тысячи, потом еще тысячи. Дальше подключаются специалисты университета Лестера, и раскопки затягиваются на несколько сезонов. Итог – свыше 5000 монет Железного века и римского периода, серебряная чаша, слитки и кости сотен свиней, судя по всему, остатки жертвенных пиршеств. Это святилище Железного века, куда приходили задолго до прихода римлян, и продолжали приходить, судя по датам, даже во время самого римского вторжения 43 года. Среди находок комок ржавого металла, который сначала приняли просто за мусор, ржавое ведро. Только позже, при внимательном разборе, в нем опознали фрагменты как минимум 4 шлемов, один из которых сохранился настолько, что его решили реставрировать полностью. Реставрация в Британском музее заняла 9 лет и обошлась в 650 тысяч фунтов из фонда лотерейного наследия. Серебряное покрытие, позолота, сцены с богиней и всадниками. Шлем оказался парадным доспехом римского офицера кавалерии высокого ранга. Собранный из осколков, показанный публике впервые только в 2024 году, вместе с 2 репликами. Одну сделали современными методами, трехмерной печатью, другую старинным ручным способом, чеканкой по металлу. Ржавое ведро, пролежавшее в грязи 2000 лет, оказалось парадным доспехом римского офицера, и никто из первых нашедших об этом даже не догадывался. Лёснинг, Дания. Археологи расчищают участок и натыкаются на 2 железные пластины непонятного назначения, покрытые толстым слоем ржавчины. Рентген скрывает то, что скрывалось под коррозией. Остатки римского парадного шлема IV века, нащечник и деталь, защищавшая шею. Музей в Вейле объявляет прямо: подобной находки в Дании не было никогда, ни одной. Это первый римский шлем, обнаруженный на территории страны за всю историю раскопок. Рядом с ним еще одна редкость – фрагменты кольчуги Железного века. Изготовление такой брони требовало серьезных ресурсов и мастерства, поэтому кольчугу могли позволить себе только представители высшей воинской знати. И что особенно ценно для археологов, эта кольчуга найдена не в погребении и не в болоте, как обычно, а прямо на месте поселения. Такое случается крайне редко. Рядом же бронзовые клятвенные кольца, символ власти и влияния. Все вместе, судя по всему, было спрятано местным вождем. Как римское снаряжение попало так далеко на север – вопрос открытый. Военный трофей, дипломатический подарок, плата наемнику, служившему где-то на границах империи и вернувшемуся домой. Прямого ответа нет. Есть только предметы, которые молчат об этом уже 1500 лет. Нара, Япония. Курган Томио-Маруяма. Крупнейший круглый курган страны, эпоха Кафун,
где-то между IV и VI веками нашей эры. Раскопки здесь идут не первое десятилетие и продолжают выдавать находки. Одна из последних – меч, больше 2 метров в длину, самый длинный меч, когда-либо найденный на японской земле. Найден он не в одиночку, а вместе с бронзовым зеркалом. И это ключевая деталь. Специалисты уверены, боевым оружием такой меч быть не мог. Слишком длинный, слишком неудобный для реального боя. Скорее символ, как и зеркало, которое в погребальной традиции того времени должно было отгонять зло от умершего. Получается, меч выковали не для того, чтобы убивать. Его выковали, чтобы заявить о власти, даже после смерти. Чтобы каждый, кто видел этот клинок в погребальной камере, понимал, здесь лежал человек, чья сила не измерялась в ударах меча. Она измерялась в самом факте, что такой меч вообще смогли для него сделать. 15 клинков, 15 эпох. От бронзового века до курганов Кафун, от Тывы до Мальорки. У каждого своя тайна, которую металл унес с собой под землю на тысячи лет, а потом отдал обратно, не целиком, только по кусочку. Полные источники по каждой находке в описании под видео. Там же ссылки на официальные страницы музеев, где эти мечи и шлемы можно увидеть уже сейчас, вживую.